Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшняя наша встреча 25 июля 2026 года посвящена, опять же, обстоятельствам трагической гибели Ирины Фарион. И, в частности, ответу на вопрос, кого именно я считаю реальным исполнителем этого громкого, резонансного убийства. Друзья, не спешите с выводами. Система уже назначила убийцу, это Вячеслав Зинченко, но мы с вами пойдем другим путем и действительно выстроим линию, которая не совпадает с официальной версией. Сейчас все станет ясно. Не торопитесь, больно не будет. Усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе, берите попкорн. Наверное, для вас это будет достаточно неожиданно и поучительно. Итак, вперед! Что мы наблюдаем в итоге уже через 2 года после того, как Ирина Фарион погибла? Мы наблюдаем, продолжаем наблюдать в итоге классическую языковую войну. Об этом говорят буквально все. Из каждого утюга языковая война. На этой языковой войне производится, как вы сами понимаете, тотальная мобилизация на языковой фронт. Я не думаю, что вы с этим не согласитесь, да? Если есть война языковая, если есть фронт языковой, то значит есть и мобилизация. И это, друзья, я считаю, не метафора. Не спешите хихикать или там улыбаться язвительно. Это не метафора. Языковой фронт, мобилизация, языковая война не метафора для красного словца. Это, друзья, реальность, в которой мы уже живем много лет. Я думаю, с этим вы согласитесь, да? Война, мобилизация, фронт. Необычная война, да, которую мы наблюдаем, в принципе, да? Мы видим, как мобилизация происходит, как там дела на фронте, как там новые рода войск создаются, как там дроны летают, как там баллистика, ну, все как положено, да. Здесь фактически то же самое, только в языковом плане. Мобилизация, война, фронт. Итак, что же на самом деле произошло с Ириной Фарион? С Фарион произошел, друзья, такой вот случай. Она, используя свое главное оружие, украинскую мову, держала языковой фронт. Держала долго, держала упорно, держала громко. Годами она стояла на передовой этого языкового фронта, вела непрерывный огонь словами, постановлениями, проектами законов, жалобами в Конституционный суд, публичными заявлениями. Держала. И тут в 2024 году вдруг, после очередной победы в апелляционном суде, вдруг решила дезертировать, не совсем дезертировать, может быть, даже не полностью дезертировать, но решила так себе сходить в отпуск с этого фронта.
Кого это сейчас с фронта в отпуск отпускают? Но Ирина решила пойти в отпуск. Поэтому она собрала чемодан. Ну, не для того, чтобы поехать там на вокзал в Россию, да, там. Собрала чемодан, собрала вещи, взяла паспорта, вызвала себе транспорт. Все как обычно, человек устал на фронте. Человек решил отдохнуть. Человек решил на время выйти из строя. Просто взять и пойти в отпуск. Но, друзья, вы же знаете, что за ней следили. То есть она была под колпаком у СБУ, целых 4 уголовных дела. И, кроме всего прочего, был настоящий агент в панамке, Патагония и в очках. За ней очень внимательно следили. И как это бывает на настоящем фронте и на настоящей войне. На передовой стоят одни бойцы, а сзади, сами понимаете, заградотряд. Я не хочу сказать, что этот заградотряд – это Институт национальной памяти или там технибок с командой, но командир этого языкового фронта не дал разрешения Фарион куда-либо отлучаться в отпуск. Никакого приказа на отпуск Фарион он не подписал, никакого согласия не давал. И происходит следующее. Наблюдатель от ТЦК, мовного ТЦК, представитель главнокомандующего языкового фронта заметил движение Фарион, которые не отвечают уставным требованиям. Он зафиксировал попытку самовольного оставления позиций и сразу же дал сигнал: боец мовного фронта идет в СЗЧ. То есть самоволку. Вы же, друзья, прекрасно понимаете, что в самоволку идти никак нельзя. Фронт есть фронт. Война есть война. Мова – это зброя. Мова – это кордон. Какая самоволка? Какой отпуск на войне? Самоволка – это предательство. На войне самоволка карается. И, друзья, происходит то, что должно происходить. Этот представитель главнокомандующего в панаме и в очках дает сигнал вертухаю, мовному вертухаю. Их много. Есть в Ивано-Франковске, есть во Львове. Там есть кому этим заниматься. И вот, я хочу сказать, что есть и всеукраинский вертухай, мовный омбудсмен. Но главный он или не главный, кто его знает. Короче, вот этот вертухай видит, что человек, боец мовного фронта, пытается пересечь установленные границы зоны. И тут вылетает снаряд, и этот снаряд просто убивает бойца мовного фронта, смертельно ранит Ирину Фарион, которая собралась в самовольный отпуск. Ее увозят в больницу, а в больнице она умирает. Ничего необычного в этой войне не произошло. Боец бросил оружие, попытался уйти, и заградительный отряд выполнил свою работу четко, по уставу,
без лишних слов. Поэтому, друзья, поймите простую вещь. Если вы уже находитесь на фронте, на мовном фронте, и вдруг вы собрались самовольно уйти в отпуск, вас никто не отпустит. За вами следят. У вас есть мовный омбудсмен. У мовного омбудсмена есть заградотряды. И эти заградотряды работают. Если боец, вот такой как Ирина Фарион, попытается сделать шаг влево или шаг вправо, его ликвидируют. Нарушение устава в этой войне, на этом фронте, не допускается. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Перемирие пока не объявлено. Следите друг за другом. Стучите каждый раз. Не допускайте дезертирства с мовного фронта, потому что цена такого дезертирства известна. Посмотрите, сколько заплатила за это Ирина Фарион. Всем удачи! Берегите себя. Помните, на мовном фронте отпусков не бывает.